Девчонки, а вам не кажется, что какой-то очень броский макияж для образовательного канала? Я тебе приехала сюда про киберпанк рассказывать, а не просто людей образовывать, так что оправданно, я считаю. Хорошо. Автор сказал, автор сделал. Ладно, ну ты же знаешь, что такое киберпанк? Сама. Стыдно признаваться, но не особо. Ну смотри. Киберпанк — это жанр научно-фантастической литературы и кинематографа, основным постулатом которого является хай-тек и лоу-лайф. То есть вы видите небоскребы, построенные из металла и стекла, и гетто, которые освещены люминесцентными лампами, и люди, которые там живут, не видят ни природы, ни света. То есть настоящие бетонные лабиринты, перенаселенные муравейники, заполненные людьми. И чаще всего в подобных фантастических гетто действительно процветает и проституция, и наркомания, и прочий криминал. Из последних хитов, которые вы, наверное, видели, которые можно отнести к этому жанру, можно назвать, например, «Призрак в доспехах». Я имею в виду как свежую киноадаптацию, так и оригинальный сериал «Бегущего по лезвию». Тоже и книга оригинал, и старый фильм, и новый фильм. Элементы киберпанка, то есть вот то гетто, которое я только что описала, оно есть, например, в «Бэтмене». Я думаю, с «Бэтменом» знаком каждый из нас. И если бы я, например, сейчас начала перечислять все игры, где встречаются похожие локации, то мы бы записывали этот выпуск бы сутки. Поэтому я, пожалуй, назову только пару тайтлов, которые мне лично очень нравятся. Это Deus Ex и Shadowrun. Дело в том, что у идеи перенаселенного криминального кибергетто есть реальный прототип. Но чтобы увидеть его, нам бы понадобилось отправиться с вами на машине времени не в будущее, а в прошлое. Потому что до 90-х годов прошлого века такое место реально существовало на нашей планете. И я говорю о крепости Кулун, которая располагалась в Гонконге, пока не была демонтирована властями в 1994 году. Кулун — это самые густонаселенные мегатрущобы, которые только знало человечество. Возможно, правда, индийские трущобы или латиноамериканские фавелы могли бы поспорить с этим, сомнительным достижением, давайте будем честными, но пока что им очень далеко до Кулуна. Его монструозные формы вдохновили классиков киберпанка, которые позаимствовали подобную эстетику для того, чтобы описать перенаселенные города будущего. Официальное правительство десятки лет никак не контролировало Кулун, и вместо него здесь действительно правили триады, мафия, наркотики и проституция. И давайте с вами попробуем выяснить, как же подобное поселение вообще появилось на нашей планете. Изначально это был китайский военный форт с малочисленным гарнизоном. Но в XIX веке происходит следующее. Британцы очень хотели беспрепятственно ввозить опиум из Индии в Китай, а китайское правительство, естественно, было против наркотрафика. Гонконг был крайне удобным портом для ввоза, и, разумеется, Великобритании тоже было очень интересно прибрать его к рукам. Что привело в результате к так называемым двум опиумным войнам, которые развязали британцы, и в результате которых британцы не только смогли ввозить опиум в Китай, но и прибрать к рукам Гонконг, постепенно, по кусочкам. В 1898 году был заключен подакт Пекинского договора, который передавал Гонконг под юрисдикцию Британии. И там был один, на первый взгляд, очень маленький, очень незначительный пункт. Дело в том, что старый форт Кулун на одноименном полуострове должен был остаться китайским. Это была очень маленькая, 100 на 200 метров крепость, обнесенная невысокой стеной, которая должна была стать своеобразным посольством, из которого Китай и чиновники, которые бы жили там, могли бы приглядывать за тем, как англичане хозяйничают в Гонконге. И таким образом, в 1898 году гонконгский город-крепость Кулун стал крошечным анклавом Китая, окруженный целиком британскими территориями, а остальная часть острова была передана британцам в аренду на 100 лет. В то время как Гонконг быстро развивался, превращаясь в полную энергии суетливую британскую колонию, Кулун оставался просто странной точкой на карте. Там не было ни власти, ни закона, потому что формально Британии он не принадлежал, а китайские власти, им было откровенно лень заниматься крошечным кусочком земли, где на тот момент толком никто не проживал. Хотя, по правде говоря, тут я немного лукавлю. Первый камень в будущую криминальную репутацию Кулуна был заложен именно британцами в начале 20 века. Дело в том, что английские власти наконец пришли к выводу, что опиум, мягко говоря, оказывает расслабляющее воздействие на людей и запретило курение опиума в колониях. Поэтому все курильщики опиума из Гонконга, и китайцы, и британцы, время от времени посещали Кулун,
чтобы там покурить, поскольку он не считался территорией Великобритании, и поэтому курение не было там нелегальным. Во время Второй мировой войны Гонконг, а вместе с ним и Кулун, были оккупированы Японией. Тогда японцы снесли стену форта и использовали этот камень для строительства аэродрома Кайтак. Они разогнали оставшихся немногочисленных жителей крепости. Тем не менее, после войны Кулун, пусть и лишившийся стены и китайских наблюдателей, по-прежнему формально числился в китайской территории, поскольку из-за таких мелочей, естественно, менять целое соглашение никто не собирался. Когда война закончилась и Гонконг вернулся под власть Великобритании, население Кулуна стало скачкообразно расти. Дело было в том, что туда переехали тысячи добровольных переселенцев из Китая, где в тот момент полным ходом шел китайский коммунизм, и коммунисты успешно громили Гоминьдан. И кроме того, Гонконг тоже переживал экономический бум, а свято место, как известно, пусто не бывает, и Кулун, как китайская территория, радостно принял всех тех, кого притеснял британский закон в Гонконге, или у кого не было британских паспортов, чтобы жить в Гонконге. Для строительства не требовалось никаких лицензий, все, что надо было сделать, это договориться с соседями, поэтому самострой шел полным ходом. Единственное ограничение, которое соблюдалось, это этажность зданий. Она была ограничена 14 этажами, поскольку рядом располагался аэропорт Кайтак, и, соответственно, самолеты могли бы задеть дома. Ну и жилище, и нелегальный бизнес, все это должно было вестись на китайской территории, на маленьком кусочке земли в 3 гектара площадью. Однако никто не мешал китайцам уплотняться внутри. Что же происходило внутри? Кулун стал городом в городе, со своими управляющими, законом, со своими производством и правилами. Полицейские из Гонконга не могли преследовать беглецов, и обычно рейды ограничивались главными улицами Кулуна. Правительство стало проводить полноценные рейды только во второй половине 70-х годов, а до этого порядок в городе регулировался отрядами. Причем это не абстрактные мафиози, а вполне конкретные и довольно известные группировки. Я имею в виду группировку 14K и Sun Ion. Это крупнейшие, самые влиятельные триады Гонконга, которые до сих пор существуют и функционируют в международном масштабе. И последняя группировка, кстати, также называется коммерческой и промышленной гильдией новой праведности и мира, что на самом деле очень злая ирония, учитывая, что группировка занимается торговлей людьми. Справедливости ради стоит сказать, что и триады, и активисты из числа местных жителей, в частности, ассоциация Кайфон, неплохо справлялись с поддержанием порядка в Кулуне. Здесь была вода, здесь было электричество, работала почта, соблюдались даже меры противопожарной безопасности. 嗰時都幾聰明㗎，當年嚇。我嗰時2個禮拜學識㗎啦，差唔多學識㗎。咁嗰時我做嘢咧，仲可以，譬如一條街嘅號碼咧，我會翻到屋企可能會食飯嘅時候喺個腦裏邊諗啦，或者沖緊涼嘅時候，我可能都會唱歌仔。269至翻3，3至到32，32翻嚟11，11到12咁。Впрочем, для последнего мотивацией наверняка стал крупный пожар в 50-х, когда треть крепости сгорела и несколько сот человек пропали без вести. Разумеется, это было поучительнее любой социальной рекламы, которая была после. Здесь же, в Кулуне, держали подпольные кабинеты многие врачи и стоматологи, которые либо не получили лицензию на врачебную деятельность и поэтому не могли принимать пациентов в Гонконге, либо по какой-то причине лишились ее. Их услугами пользовались не только местные. Ценник был сильно ниже, чем в Гонконге, поэтому сюда приезжали все окрестные обитатели лечить зубы по дешевым ценам. И качество услуг было достойным. И также не могу не упомянуть о том, что и торговля наркотиками, и торговля сексуальными услугами, и организация азартных игр находили здесь своего потребителя. 呢個最高級。第二呢，就鴉片，食鴉片嘅人呢，就睇唔起食白粉嘅人，但係呢，最平嘅呢就係白粉，最毒嘅呢都係白粉。Тем не менее, большинство жителей никак не были связаны с криминальным миром или нелегальным бизнесом, просто жили своей жизнью. Весь Гонконг довольно хрустел рыбными шариками, которые изготовлялись в Кулуне, не обращая внимания на антисанитарные условия их изготовления. В этом бетонном лабиринте существовали целые производства, кафе, парикмахерские и остальные заведения, которые есть в любом городе. И поэтому Кулун, даже несмотря на свои темные стороны, оставался обычным поселением. В 1984 году Китай и Великобритания
начинают обсуждение того, что срок окончания аренды близится и надо что-то делать. Было решено возвратить Гонконг Китаю 1 июля 1997 года. Еще за несколько лет до этих обсуждений власти начали как-то реагировать на весь тот беспорядок, который творился на территории, но тут вопрос уже встал ребром. И китайцы, и англичане, оба правительства вместе стали решать, что же делать с анклавом. В результате было принято решение о сносе города и о переселении жителей в новостройки Гонконга. Программа переселения обошлась правительству в сумму более 3 миллионов гонконгских долларов. Это довольно высокий показатель. Сейчас на месте поселения располагается очаровательный парк, он так и называется, парк Кулун, а жители его до сих пор с разной степенью теплоты вспоминают о городе. Если вам интересно посмотреть их интервью и погрузиться в атмосферу этого места, которого больше не существует, рекомендуем вам посетить сайт проекта Wall Street Journal о Кулуне, и ссылку мы разместим в описании. Там есть много фото и видеоматериалов. И теперь, смотря на Нерус в Готэме или на клипы Пертурбатора, вы всегда сможете понять, что вдохновило те здания, которые вы там видите. Спасибо за внимание!